Приветствую вас на канале Вязание. Меня зовут Светлана, и в этом видео предлагаю связать вместе вот такую вещь. Это, как вы уже, наверное, поняли по началу видео, одежда для наших домашних питомцев. В частности, вот этот свитер, джемпер, не знаю, как это у котов можно характеризовать, связан на кота среднего размера. В принципе, можно связать такой же джемпер на собачку среднего размера, ну, размером, соответственно, с кошку. Немного по принципу вязания. Полное видео практически попетельное будет. Именно такое вы увидите, как это все вяжется. Я сначала хотела дать расчеты, как рассчитать на любое животное, но потом я поняла, что в принципе, во-первых, кошки все одинакового размера, во-вторых, там именно много путаницы путем подгонки, потому что это не первый вариант, который я связала. Я связала 3 таких свитера, и в результате вот третий, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Во-первых, здесь высокое горло. Если вы вспомните, как выглядят кошки или собаки, у них шея гораздо длиннее. То есть это даже не свитер, а такая просто высокая горловина. Рукава я сделала именно вот так, не сказала, что связано это регланом сверху. Я не стала делать длинные рукава, потому что по опыту примерки предыдущих образцов получалось, что если рукава делаю длинные, то кот элементарно просто мгновенно все снимает. Поэтому, если вы хотите, чтобы животное, ну, как скажем, более спокойно ходило в этой вещи, не знаю, может быть, кошек раздражает то, что у них лапы закрыты, не могу сказать, не очень разбираюсь в такой психологии кошек. В общем, я пришла к выводу, что рукава лучше сделать короткими. Если у вас есть желание, вы, в принципе, можете их продолжить вязать. Сзади я сделала немножко удлиненную спинку. Опять же, вы можете сделать и покороче вот этот элемент. Также в процессе вязания вы можете вообще не использовать жаккард. Это я просто сделала такие новогодние мотивы. Взяла какой-то новогодний узор на Пинтересте и просто вот такой небольшой кусочек жаккарда сделала. Из чего я вязала конкретно? Я вязала из пряжи Кроха. 135 метров в 50 граммах. В Крохе 20% мериносовая шерсть и 80% акрил. Если вы будете вязать по моим расчетам, то вам достаточно взять пряжу где-то 250-280 метров на 100 грамм и спицы 3-3,5. Я думаю, что вот этого хватит, чтобы связать нормальную такую вещь для животного среднего размера. И всего у меня ушло на этот свитер, я взвесила 47 грамм. То есть вот у меня вот столько ушло, это были полные мотки, вот столько осталось белой пряжи, и вот гораздо больше, практически полный, остался моток красной пряжи. Можно вязать вообще все однотонное. Схема жаккардового узора будет под видео. Я выложу ее отдельно. И также постараюсь выложить схему реглана, потому что не совсем здесь он вяжется обычно, как у людей. Потому что у кошек совершенно, так скажем, другое строение фигуры. По-другому размещены не руки, а передние лапы, поэтому немножко по-другому здесь вяжется. Поэтому давайте начинать вязать. Итак, я начинаю вязать. Для начала нам надо набрать 48 петель. Еще раз повторю, спицы 3-3,5 в зависимости от вашей плотности. Пряжа 250-270 метров в 100 граммах. Я предпочитаю вот такое небольшое количество петель набирать первоначально на чулочные спицы. Вы, если хотите, можете сразу начинать вязать на круговых. Я начну вязать на чулочных, потом перейду на круговые. В принципе, можно вообще весь свитер связать на чулочных спицах. Отматываю нужное количество пряжи. Это примерно где-то
Ну, я думаю, полметра, сантиметров 70 хватит. И набираю самым обычным способом. Набираю 48 петель. И теперь эти 48 петель вы или сразу вяжете по кругу резинкой 1 на 1 круговыми спицами. Я сейчас начну вязать спицами чулочными. Как я вяжу? Вязать я буду резинкой, еще раз повторю, 1 на 1. И я сейчас распределю петли на 4 спицы. Получается по 12 петель на каждой спице. Лицо, изнанка. Как правило, вот когда мне не нужно, чтобы у меня были и лицо, и изнанка одинаковые, я изнаночные петли провязываю бабушкиными. Они так полотно получается более плотное. Вы можете вязать любыми петлями. Однозначно только могу сказать, что при круговом вязании нельзя вязать лицевые бабушкиными петлями, тогда вязание скручивается. То есть лицевые мы всегда провязываем за переднюю стенку, а изнаночные вы уж как вам удобно. Провязала первые 12 петель, беру следующую спицу и вяжу дальше. Есть разные способы, как вот вывязывать петли на чулочных спицах. Мне вот удобнее так. Можно вообще, в принципе, сразу набирать по 12 петель на каждую спицу. Так. Еще беру одну спицу. И еще одну спицу присоединяю. Вот у нас петли распределены. Мы соединяем вязание. Смотрим, что у нас все смотрит в одну сторону. И продолжаем точно так же вязать. Можно не переживать за то, что здесь будет ступенька. Когда мы будем прятать вот эту нить начала работы, мы просто все это закроем. Хотя некоторые делают лишнюю петлю дополнительную, но я предпочитаю так вязать. И теперь я вяжу дальше по рисунку. Таким образом мы вяжем еще примерно, ну, у кого сколько, это сейчас не принципиально. Если вы посмотрите на свою кошку, то увидите, что у нее вот примерно вот такая достаточно высокая шея. Я думаю, сантиметров 5-6 можно провязать. Я сейчас провяжу и вернусь к вам. И еще по желанию можно вот здесь, где у нас ниточка, поставить маркер. И это у нас будет начало ряда. Нам это начало ряда пригодится, когда мы будем уже рассчитывать реглан. Сейчас я покажу, как я поставлю начало ряда. Итак, давайте я еще раз вместе с вами провяжу. В принципе, можно не ставить начало ряда, потому что
у вас будет всегда вот эта ниточка видна. Так как у нас спицы чулочные, то, видите, вот здесь мы просто вот так соединим, и здесь у нас все будет нормально. Так, если у нас спицы чулочные, то, естественно, мы не можем просто взять и повесить маркер в начале ряда. Поэтому просто провязываем одну петлю и вешаем маркер. Лучше, чтобы маркер был какого-то контрастного цвета, чтобы потом видеть, что это именно маркер начала ряда. Вяжем, еще раз повторюсь, 5-6 сантиметров. Я сейчас перейду на вот эти спицы. Что такое перейти на спицы? Это просто один ряд провязать вот этими спицами и все. Ну, давайте я тоже это покажу. Это, в принципе, можно сделать в любом месте. Давайте я просто дойду до начала какой-нибудь спицы. Одну спицу откладываем, которую мы вязали, и вяжем дальше. Этой спицы больше не вяжем, убираем, вяжем опять круговой спицей. В правой руке круговая спица. Опять убираем спицу. Эти спицы нам еще пригодятся, когда мы будем вывязывать рукава. И опять вяжем. И нам осталось вот здесь завязать небольшой отрезок на круговых спицах. Можно теперь вот так подтянуть и продолжить вязать. Можно взять леску побольше. Это уже кому как нравится. Самое главное помнить, что вот здесь у нас начало ряда. Хотя вот если мы сейчас перешли на круговые спицы, мы можем вот именно вот перед этой петлей передвинуть маркер. Все, вот у нас все вязание на круговой спице. Вяжем мы Magic Loop'ом, просто протягивая леску. Еще раз повторю, что можно вязать дальше и на обычных чулочных спицах. Можно взять спицы с более длинной леской, это уже на усмотрение на ваше. Как кому удобно вязать. Можно вот здесь петлю вытягивать, как многие вяжут Magic Loop'ом. Вяжем примерно 6 сантиметров резинкой 1 на 1. Я провязала до конца. Ну вот мне такой длины, моему коту горловины будет достаточно. И я сейчас начну переходить на белый цвет. И заодно я сейчас распределю петли для реглана. Если вы решили вязать одним цветом, то сейчас просто продолжаете дальше вязать лицевой гладью или узором, каким хотите. Итак, повторюсь, что вот этот маркер красный, рекомендую маркеры сделать разных цветов или разных форм, чтобы не путаться. Красный маркер — это у нас будет середина ряда. Точнее, даже не середина, начало ряда. И середина, ну вот если брать изделие, это будет грудка, середина грудки.
Еще раз повторю, я не буду показывать расчеты. Я сделала примерные расчеты, и поэтому я сейчас просто скажу, как я распределяю петли. Итак, переходим на пряжу другого цвета по желанию. Провязываем 4 петли после маркера. Вешаем маркер для первого рукава. Обращаю внимание, что после этого маркера мы не будем провязывать, мы не будем делать прибавки, поэтому рекомендую повесить маркеры, которые отличаются по цвету от других маркеров. Провязываем одну лицевую петлю, это у нас будет линия реглана. Теперь мы вешаем обычный маркер, которым мы будем обозначать регланные линии. Итак, вот у нас первая линия реглана. В принципе, если вы все это видите, вы можете маркерами вешать. Мне, не знаю, как мне удобнее с маркерами. Теперь вяжем 3 петли. Это у нас петли рукава. Опять вешаем маркеры, желательно такого же цвета, как вот этот маркер. Мы будем делать прибавки всегда около этой линии реглана. Одна петля на линию реглана, и опять вот, например, такой маркер голубой. Все, вот у нас 2 линии реглана по одной петле, 3 петли рукава и опять по одной линии реглана. Теперь мы вяжем просто лицевой гладью 31 петлю. Вот одну уже провязали, вяжем 31 петлю. Опять вешаем маркер для рукава. Это мы уже завершаем. Вот у нас центр. Мы идем уже с этой стороны, подходим к началу. И опять сначала мы вешаем для регланной линии маркеры, которые мы будем делать около них прибавки. Одну петлю регланной линии и опять маркер. 3 петли. Маркер опять, чтобы мы помнили, что мы будем делать прибавку. Лицевая регланная линия. У нас тут оранжевый. Мы вот возьмем еще один оранжевый маркер, который нам будет напоминать, что около вот этой регланной линии не надо делать прибавки. И вот заканчиваем. Последние 3 петли провязываем. Все, мы закончили распределение петель. И сейчас мы продолжим вязать просто по реглану. Итак, продолжаем вязать после маркера. Следующий ряд мы уже будем делать прибавки. Я сейчас покажу, как делаются прибавки. По-разному можно делать переход между рядами, когда меняется цвет. Один из способов, что мы первую петлю нового ряда, получается предыдущего, просто снимаем и вяжем дальше. Тогда у нас не будет такой явной ступеньки между цветами. Эту ниточку надо подтянуть. Так, кстати, нам надо ее отрезать. Нам она уже красная пока не нужна. Мы потом все спрячем. Подтянули сейчас все хвостики, чтобы нам было ровно вязание смотрелось. Итак, первый маркер.
Это первая регланная линия. Вот здесь у нас грудка будет у кота. Перед первым маркером мы никогда не делаем прибавки. Мы просто его переснимаем. Провязываем регланную линию, переснимаем и делаем прибавки. Здесь уже вы делаете как хотите. Может быть, у вас есть какой-то способ свой делать прибавки. Так, я буду, условно говоря, прибавку, которая слева, делать вот таким образом. Я спицу левую делаю от себя и получившуюся петлю из протяжки провязываю за заднюю стенку. Вяжем дальше. Подошли к следующему маркеру. Здесь я делаю прибавку к себе спицу и провязываю за переднюю стенку. Получается у нас наклон вправо. Дальше опять лицевая петля, это у нас регланная линия. Переснимаю маркер и здесь провязываю уже от себя и за заднюю стенку с наклоном влево. Еще раз повторю, вы можете делать свои убавки своим способом. Провязываю теперь до маркеров. Здесь у нас много петель. Итак, мы провязали петли спинки. И теперь надо опять сделать прибавки. То есть правую прибавку мы делаем петлю к себе. Нить, протяжку с предыдущего ряда поднимаем. Провязываем за переднюю стенку. Маркер. Лицевая. Снимаем. А теперь от себя. И провязываем за заднюю стенку. 3 петли рукава. Опять к себе. Маркер. И вот у нас оранжевый маркер, у вас какого-либо другого цвета, говорит нам о том, что здесь мы больше прибавки не делаем с этой стороны рукава. Следующий ряд мы вяжем по рисунку. То есть просто провязываем все петли лицевыми, без разницы там прибавки, не прибавки, хотя может быть у вас будет какой-то свой узор. Просто провязываем лицевые петли. До тех пор, пока не дойдем опять до центрального маркера. Сейчас будем вязать третий и последующие ряды. Эти ряды вяжутся точно так же. То есть перед оранжевыми маркерами мы не делаем никаких прибавок. Лицевая регланная линия. И перед голубыми маркерами и после мы делаем прибавки в каждом втором ряду. И все мы это делаем до тех пор, пока у нас на рукавах, вот здесь, между двумя этими петлями, между двумя маркерами, с учетом регланных линий, не получится 20 петель. Тогда рекомендую прибавки остановить именно на рукавах. На спинке можно продолжать. По моим расчетам, нам необходимо, чтобы у нас на грудке и на спинке, то есть мы не считаем рукава, то есть каждый рукав у нас с учетом регланных линий получается по 20 петель, с учетом грудки
И в спинке у нас должно быть всего 60 петель. То есть 60, 20 и 20 всего на петлях должно быть у нас к моменту завершения отделения рукавов от тела, должно быть всего, получается, 100 петель. Да. Еще раз повторю. Рукава мы заканчиваем вязать, когда у нас здесь по 20 петель на каждый рукав, с учетом регланных линий, потому что они у нас входят в рукав. И на спинке у нас должно получиться 60 петель. Я вам напишу, сколько у меня всего получилось рядов. А сейчас мы просто вяжем реглан, самый обычный. Но единственное, что мы не делаем прибавки на груди. Я завершила вязание. И теперь мы будем разделять тело и рукава. Напомню, что впереди на грудке у нас будет 7 петель, а рукава по 20 петель с учетом кромочных. И вот здесь все остальное на спинке. Всего у нас грудка и спинка составляют 60 петель. И на каждый рукав у нас уходит по 20 петель. Для чего нужна, вот, в частности, мне вот эта точность? Для того, что я собираюсь дальше вывязывать жаккардовый узор, в котором раппорт узора равен 8 петлям. Вы можете дальше просто вязать лицевой гладью и не вывязывать никакой узор. Я просто покажу, как его вывязывать, дам схему, а вы уже можете дальше не вывязывать. Так вот, если вы не будете дальше вязать жаккард, вы можете, в принципе, не подходить с таким перфекционизмом к вот этому расчету, даже если где-то вы ошиблись, ничего страшного, потому что, ну, в принципе, не знаю, как сказать, что у животных-то особо по фигуре, как это все сидит, не знаю, у них нет таких каких-то особо выступающих частей тела, чтобы прям вот сажать по фигуре. Но пока давайте мы с вами разделим вязание на рукава и на тело. Мы сделаем еще небольшие подрезы по 2 петли с каждой стороны. В результате у нас тело составит 64 петли. Еще раз повторюсь, это нужно для узора. В принципе, вы можете немножко изменить в любую сторону количество петель. Вот я начинаю вязать от середины изделия. Подготовлю нить, на которую мы сейчас будем перебрасывать вязание. 2 нити, у нас же 2 рукава. Лучше просто взять нить контрастного цвета, чтобы, ну, было просто видно нам, где у нас рукава, где тело. Итак, готова иголка для снятия петель. Я просто покажу, как я вяжу, вы можете делать и по-другому. Вяжем до маркеров лицевой гладью. Нам эти маркеры пока больше не нужны. И вот у нас уже петля реглана, и мы ее начинаем, с нее начинаем перебрасывать все на нить, чтобы отделить рукава от тела. И еще, кстати, вот пока я сбрасываю, я хотела сказать, что я вязала предварительно, пробовала изделие, пробовала связать свитер. Связала специально с 2 разными рукавами. Один рукав длинный, один короткий. И вот у меня получилось. Так, сейчас смотрите, мы петлю реглана снимаем, маркер снимаем. А вот это перебрасываем на нить дополнительную. И у меня получилось, что у меня была мысль связать длинные рукава, это просто на будущее говорю, но я пришла к выводу, что кот все же, он их как-то, если захочет снять, ему удобнее
как бы сказать, стягивать с длинными рукавами. Поэтому я буду вязать свитер с короткими рукавами, а вы уже можете продлить по желанию. Итак, нить мы замкнули, чтобы у нас ничего не потерялось. И сейчас мы просто набрасываем 2 петли, и у нас это будет 2 петли рабочей нитью. Вот у меня это белый цвет, это будут подрезы. Так, раз, два, 2 петельки просто сделали. И теперь мы вяжем тело свитера до... Так, надо лучше вот так подтянуть, чтобы особо ничего не расползалось, но в принципе это ничего страшного, когда будем рукав вязать, все подтянется. И теперь мы вяжем до следующего маркера, до маркера следующего рукава. Мы дошли опять до маркера, крайний маркер снимаем и начинаем перебрасывать петли рукава на дополнительную нить. Маркер тоже убираем. И все, что в пределах маркеров, перебрасываем. И после этого маркера мы уже ничего не перебрасываем. Куда вытягиваем, связываем. Делаем 2 прибавки воздушные, такие вот петельки. Это у нас будут подрезы. И вяжем дальше просто лицевыми петлями. Мы дошли до начала ряда, и сейчас мы еще один ряд провяжем. Вот они у нас, эти петельки, которые подрез был сделан. Точно так же их провязываем, как обычные петли. И таким образом я предлагаю еще связать 3-4 ряда до тех пор, пока мы не перейдем на вязание узора. Если у вас есть желание, я постараюсь поставить тайм-коды. Если вы не хотите вязать никакой узор жаккардовый, вы можете сразу вязать длину. Лучше вязать длину примерно, померите свою кошку, примерно до... У нас, если вот это будет где-то вот на холке кота, то примерно сантиметров 10-15, в зависимости от того, какую вы длину хотели бы сделать у свитера. Потом мы еще в конце сделаем небольшое закругление, чтобы лучше сидело на спинке. Поэтому, если вы хотите просто вязать, то переходите просто вязать лицевой гладью, то вы просто вяжете лицевой гладью сантиметров еще 10-15. Если вы хотите узор связать жаккардом, то провязываем 4 ряда и переходим к узору. Продолжаем вязание. Еще раз повторюсь, если вы просто вяжете в длину, вы вяжете, у вас примерно количество петель должно быть равно. Если число петель, примерно у вас должно получиться 64. Если
вы планируете вязать дальше жаккард, вот жаккард, еще я его размещу на экране и в ссылке под видео. Ну, я выбрала такой узор, вы можете выбрать любой другой узор. Здесь просто простой жаккард на 8 петель раппорт узора. Тогда надо, чтобы у вас на спицах было 64 петли. Так вот, я довязываю последнюю петлю, и мы начинаем вязать первый ряд жаккарда. Сразу скажу, что я не являюсь суперспециалистом по жаккарду. Вяжу я жаккард с протяжками. Итак, я вот присоединила первую петлю, и первый ряд у нас один, вот, ну, например, в частности, у меня красный и белый цвет. Всего, кстати, в жаккарде два цвета. У меня красный и белый. Итак, первый ряд жаккарда я вяжу через одну петлю. Я думаю, с вами просто для тех, кто никогда не вязал жаккард, я просто покажу, как он вяжется. Еще раз повторюсь, что я не являюсь суперспециалистом по жаккарду. А потом вы уже, я думаю, дальше пойдете вязать сами. Итак, петлю провязали красный, белую. И чередуем так: красную петлю, белую. Сейчас подтянем немножко. Потом мы, естественно, все кончики спрячем, и все будет нормально. Так, красную, белую. Это самый простой, на мой взгляд, жаккард. Жаккард вот так вязание через одну петлю. И вяжем до конца ряда, до маркера. Красную, белую, красную петлю, белую. И таким образом вяжем до конца ряда. Я довязала первый ряд жаккарда, и в следующем ряду мы вяжем наоборот: белое, красное. Сначала белую нить, потом красную на белую. Эту ниточку, которая у нас в начале была, пока я просто подтягиваем, а потом мы просто заправим. И опять белая, красная. И опять же так вяжем до конца ряда. Мы провязали еще один ряд, и следующий ряд у нас по рисунку начинается с двух белых петель, одной красной, потом 3 белых, 1 красная. А 2 белых — это то, что начало ряда. Итак, 2 белых петли, 1 красная. Хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не сильно стягивали протяжки. Вы немножко так растягиваете, когда вяжете, чтобы не было, полотно не стягивалось. Теперь у нас дальше идет весь ряд практически до конца. 3 белые петли, 1 красная. Вот так немножко растянуть, чтобы дальше мы уже вязали петли. Вот эта протяжка сзади красная, она не стягивала полотно. Три белые, одна красная. И таким образом опять вяжем до конца ряда. В конце ряда вот мы закончим вот просто на одну красную, одну белую. Я закончила вязание третьего ряда, и теперь у нас ряд просто чисто белой пряжей. Просто я тогда отставляю в сторону красную, не отрезаю, а просто ей не вяжу. И вяжу дальше все петли белой нитью по кругу. Начинаем вязать пятый ряд. Это самый сложный ряд для тех, кто только начинает вязать жаккард с протяжками. Здесь у нас сначала 4 петли
светлой нитью, потом 1 красная, потом опять 3 светлой нитью и опять начало узора. И получается, что всего мы должны провязать светлой нитью 7 петель. Чтобы не было длинной протяжки, можно перекручивать нить. Сейчас я покажу, как это делается. Ну, чтобы не провисала сильно нить. Итак, у нас 4 петли лицевые, 4 петли белого цвета. Просто красную петлю опять присоединяем к вязанию, вяжем дальше. 4 петли белого цвета. Не забываем вот так растягивать, чтобы у нас вот эта красная нить, она не стягивала узор. Лучше уж пусть, хотя, конечно, меня отругают многие адепты жаккардового вязания, но пусть лучше она чуть-чуть провисает, чем она будет стягивать. Вот так, растянули. Провязали 4 белые петли, теперь 1 красную. И теперь нам надо провязать 3 петли и еще 4, 7 белых петель. Чтобы не было протяжек, как я это делаю, просто покажу. 1, 2, 3, 4. А теперь я просто вот эти петельки сзади перекручиваю. Получше показать-то. Вот у меня тянутся красные и белые нити, я их просто перекручиваю и продолжаю вязать еще 3 петли, как и нам надо по рисунку, еще 3 петли белой нитью. За счет этого красная нить, она вот так придерживается петелькой и не будет мешать, когда вы будете одевать этот свитер, и не будет провисать. Итак, сколько у нас белых? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять пришел черед красной нити. Провязали опять 1 красную. И теперь опять вяжем 7 белых. То есть, как мы делаем? 1, 2, 3, 4. Опять нить перекручиваем. Так. И вяжем еще 3 петли. 1, 2, 3. Получается у нас 7 петель. Опять возвращаемся. Так, проверим, что у нас ничего не стянуто. Провязываем 1 нить красную. 1 петлю. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда, ну, по крайней мере, я не знаю, как вот вяжут профи, я обычно разматываю запутанные вот эти мотки, но мне так удобнее вязать. Хотя можно все время следить за направлением, в какую сторону вы перекручиваете вязание. Мне проще в конце ряда размотать вот эти 2 моточка. Ну и так вяжем до конца ряда. Ну что ж, мы провязали самый сложный ряд. Дальше все идет по рисунку уже очень просто. Здесь опять фактически 3 красных, 2 белых. Начинается вот, чтобы узор был симметричный, с 1 красной. Я думаю, сейчас я провяжу с вами один этот ряд, и дальше вы уже будете вязать самостоятельно, потому что, насколько я понимаю, принцип вязания я уже объяснила, а вязать по этому рисунку, мне кажется, уже проще без видео, просто смотря какой-нибудь сериал и поглядывая иногда в схему вязания. Еще раз повторю, схема будет и под видео, и на экране. Итак, вяжем мы 6-й ряд. Еще раз повторюсь, надеюсь, принцип вязания жаккарда понятен. Если не понятен, пишите. Итак, 1 красная. Не забываем подтягивать, чтобы ничего не стягивало сзади. 2 белых. 3 красных петли. Вот у нас 3 красных петли по рисунку. 2 белых.
так вяжем до конца ряда. И дальше по рисунку встретимся, когда у нас рисунок закончится. Когда рисунок закончится, рекомендую провязать еще 4 ряда и посмотреть, хватает ли вам этой длины для джемпера животного. Я провязала жаккард. Также я провязала после жаккарда еще примерно 10 петель. В среднем длина кошек от горловины до где-то, ну, до хвоста где-то 35 сантиметров. У меня сейчас провязано около 30 сантиметров. И то есть на вот животе я уже буду заканчивать сейчас вязать резинку. А на спинке сейчас я сделаю небольшой хвостик для лучшей посадки. Ну, хвостик так закругленное небольшое окончание свитера, закругленную спинку. Итак, как я это буду делать, сейчас я вам покажу. Откладываю с каждой стороны где-то по 15 петель, потому что у нас будет не очень большое углубление. Итак, маркер начала ряда у нас как был, так и есть. Провязываю 15 петель. И повешу маркер. Все, давайте провяжу еще одну петельку. И вот с этой стороны я тоже сейчас отложу 15 петель. Просто повешу маркер, чтобы знать, где мы будем делать закругление. Так как у меня закругление будет небольшое, поэтому я сделаю 15 петель. В принципе, можно прям начинать закругление делать, не знаю, в центре ряда, но оно как-то, на мой взгляд, будет не очень смотреться. Так, 15 петель. И сейчас мы сделаем небольшое закругление. Итак, вяжем до маркера. Довязали до маркера, развернули вязание в другую сторону. Так, спицы по-другому подтянем. И сейчас мы будем вязать просто поворотными рядами. Делаю накид так к себе, оставляю его на спице, лучше его подтянуть. И теперь вяжем до следующего, до вот маркера, который у нас с другой стороны. Довязываем до маркера. Разворачиваем опять вязание. И теперь мы опять делаем накид к себе и вяжем по узору лицевой гладью. То есть в этом ряду у нас все идут лицевые петли. И вяжем мы их до 5 петель перед вот этой, вот видите, эта петелька, это у нас разворот был. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем просто лицевыми петлями. Ну или как вы вяжете по узору. Маркеры, они нам нужны чисто так вот для, просто для обозначения, чтобы было больше визуально видно, где мы вяжем. Так, следим. Так, это мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5.
Там еще 5 петель провязать. Разворачиваем вязание. Подтянуть спицу можно. Опять делаем от себя накид и вяжем точно так же до 5 петель, которые были перед предыдущим накидом. Это все можно определить чисто визуально. Эти переходы все очень видны, потому что у нас накид есть. У нас маркер. Вот накид, который мы сделали. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот вяжем. В принципе, можно не вывязывать этот хвостик, но это уже по желанию. 1, 2, 3, 4, 5. Вот как раз мы провязали 5 петель. Опять разворачиваем вязание на лицевую сторону. Опять делаем накид к себе. И опять вяжем до тех пор, пока мы не довяжем до, вот оно, следующее наше место разворота. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, можете сделать и более длинные вот эти развороты. Можете их вообще не делать. Это все чисто по желанию. Ваш код, ваш дизайн. Разворачиваем вязание. Вот наши вот накид. 1, 2, 3, 4, 5. Подтягиваем спицы. Я думаю, будет достаточно вот этого последнего ряда сделать вязание. Накид. И опять вяжем до 5 петель, которые перед предыдущим вязанием, перед предыдущим поворотом. Нам надо их найти. Вот. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь где-то. Накид. И теперь мы вяжем по кругу целый ряд, провязывая петли. Сейчас я покажу, как. Просто вяжем этот ряд и следующий по кругу. Заодно провязывая петли. Так, вот мы сейчас подойдем к петле. Вот у нас этот накид, мы его разворачиваем и провязываем вместе с петлей следующий в ряду. Так, наверное, лучше будет смотреться. Вяжем дальше. Маркера нам больше не нужен. Сейчас провязываем до маркера и потом еще один ряд провязываем просто
по кругу. У нас немножко в другом порядке. Здесь наоборот. Вот эту петлю с накидом вместе провязываем. Предыдущую с накидом. Предыдущая петля с накидом. Так, мы провязали все накиды и теперь просто вяжем до начала ряда. Я довязываю ряд белой пряжей. И сейчас я перейду на красный цвет. Резинку 1 на 1, завершающую, я буду вязать красным цветом. В принципе, на мой взгляд, достаточно будет примерно где-то 6 рядов для этой резинки. Просто вяжем, как в начале, лицо, изнанка. Нет, хотя вот получаются такие полоски. Давайте лучше свяжем один ряд лицевой, просто лицом, перейдем на другой цвет лицевой пряжи. Красной пряжи просто перейдем на другой цвет, а потом уже начнем вязать резинку. Так, один ряд я вяжу просто лицевыми петлями, но красным цветом или другим контрастным цветом, которым вы вяжете. В принципе, белую нить уже можно отрезать, оставив хвостик для того, чтобы спрятать потом пряжу. Теперь провяжем буквально 4-5 рядов резинкой 1 на 1. При этом, чтобы красиво сменить ряд, мы просто первую петлю предыдущего ряда, красную, переснимаем и вяжем дальше. Так, это у нас, если мы пересняли, это была лицевая, изнаночная. И таким образом мы вяжем просто до конца ряда. Петельки вот эти все подтягиваются. И потом в конце закрываете любым способом. Я закончила вязание, заправила кончики, точнее вязание тела. Вот так у нас получается. Нам осталось 2 рукава связать. Сейчас покажу, как я вяжу. Я покажу на одном рукаве, а вы второй рукав точно так же закончите. Видите, вот здесь видно, получилось такое немножко небольшая удлиненная спинка, но можно сделать и больше по желанию. Я вот не вижу необходимости, потому что может уже заходить на хвост. Сейчас я покажу, вот в самом начале, когда мы набирали петли, мы сразу не соединяли первую и последнюю петлю на чулочных спицах. И вот сейчас я вам покажу, как я просто делаю. И я этот способ использую постоянно. Ну, не всегда, иногда я делаю, набираю дополнительную петлю, чтобы замкнуть круг. Ну, в данном случае это было, лично мне не очень удобно. Мне просто делаю вот так. Все.
Я просто вот, соединила первую, то есть получается у нас, да, первую, последнюю петлю соединила. Сейчас я сделаю просто вот так зафиксирую. И теперь я покажу, как я убираю хвостики, прячу хвостики. Мы просто вот в этой косичке в каждую петельку боковую так протягиваем нить. И чтобы закрепить, я еще раз пройду пару петель в другую сторону. И все, больше никаких узлов делать не надо. Просто когда стирается, оно все сваляется. Ну что же, вот у нас получается перед джемпера. Вот с таким. Я даже не знаю, как это назвать. И сейчас я вам покажу, как я делаю рукава. Они совершенно одинаковые. Я покажу один рукав, второй вы сделаете самостоятельно по аналогии с первым. Хочу еще раз обратить внимание, что я уже вязала образец. Я, ну, по крайней мере, свой опыт рассказываю. Я связала образец, и один рукав оставила длинным, один сделала, то есть один короткий, один сделала такой длинный, практически до конца лапы. И, на мой взгляд, кот совершенно спокойно вот этот длинный рукав он мог зацепить другой лапой и стянуть. Поэтому удобнее именно для животных, на мой взгляд, сделать короткие рукава. Ну, такие сейчас небольшую мы резиночку здесь сделаем. А уже потом, по желанию, вы можете посмотреть, можете сделать длинные рукава. Но я буду сейчас делать короткие рукава. Но в принципе это не меняет, не имеет значения. Вы поймете, как это все вязать. Итак, начинаем рукава. Я опять беру спицы. Я буду вязать чулочными спицами. Мне так удобно. Может быть, если у вас есть укороченные спицы на леске, может быть, вам будет так удобно. Итак, приблизительно равное количество петель перебрасываем на спицу. Здесь это не особо какого-то такого принципа нет. Если у нас было 20 петель на рукавах, то мы примерно 20 петель, по 10 петель на каждую спицу оставляем. В принципе, нам здесь хватит для этих рукавов 4 спицы. Первые 10 петель. В принципе, вязание таких рукавов, ну, аналогично вязанию одежды для людей. Отрезаем нить, которую мы связывали, держали эти петли. Вот у нас получились петли. И сейчас нам надо набрать вот здесь. Я сразу начну набирать с нитью. Так, вот смотрите, у нас было 2 петли подреза, а вот эти петли, они у нас, получается, образуются, когда мы переходим с рукава на вязание тела. И что я делаю обычно? Итак, еще раз напоминаю. Вот у нас 2 петли.
Одна из них вот будет конец ряда. Я сейчас просто вот не в самом краю вот так, чтобы у нас петля была растянутая, а где-то тут вот в глубине петельки. Найдем место, просто первую петлю поднимаем. Теперь еще раз, не вот так, чтобы у нас были дырочки при вязании, а вот где-то под петелькой. Вторая петля. Естественно, третья петля, уже которая петля подреза. Четвертая петля, которая была тоже от подреза. Кстати, нам лучше здесь поставить маркер. Так, пока вот я беру. Маркер у нас. И еще надо 2 петли симметрично поднять с этой стороны. То есть мы тоже ищем, где у нас не будет вот такой сильной растяжки. Вот так. Раз петля и 2 петля. Мы в следующих рядах эти петли сократим. И теперь мы начинаем вязать просто рукав. Итак, просто я вяжу по кругу чулочными спицами. И сейчас вот я дойду до той петли, которую мы подняли. То есть, по сути, у нас должно быть 20 петель примерно и плюс 2 петли подреза. Вот так как мы дополнительно подняли еще по 2 петли, то нам их сейчас необходимо сократить. То есть вот это петли рукава мы провязали. Тут аккуратненько подтягиваем петлю. Сначала мы провязываем вот эти 2 петли, первые на этой спице. Провязываем 2 вместе за заднюю стенку, чтобы наклон петель шел к центральной петле. Вот 2 вместе провязали. Еще раз. Лицевая это от подреза. И опять 2 вместе. Так. И продолжаем вязать дальше. Еще один ряд. И теперь еще раз возвращаемся к петлям, которые мы прибавили. И опять убавляем опять 2 петли вот в эту сторону, в сторону центральной, в сторону маркера. И 2 петли тоже в сторону маркера. В принципе, у нас вот здесь оказалось 2 петли теперь на спицах. Теперь мы можем их перераспределить на другие спицы. Так как у нас здесь лицевая гладь, то в принципе, ну, это не особо принципиально. На скольких спицах сейчас у нас будет вязание. Желательно просто распределить их относительно равномерно.
что ж, вот эту петельку, эту нитку мы потом подтянем, которая у нас была в начале ряда. И теперь я уже не буду дальше довязывать, еще раз повторюсь, длинный рукав, а сейчас я просто начну уже менять цвет на красный. Я хочу вот здесь манжету сделать красной. Я беру нить красного цвета и начинаю вязание. Так, давайте я лучше начну вязать именно красного цвета после маркера. Сейчас я один ряд провяжу нитью красного цвета. Маркер снимаем и переходим на красный цвет. Просто вяжем ряд лицевыми петлями. Белую нить мы уже можем отрезать. Тоже я пока убрать. Провязываем последнюю петлю нитью белого цвета. Это все подтягивается потом. Напоминаю, что чтобы у нас не было резкой ступеньки, первую петлю мы снимаем в следующем ряду. И теперь мы вяжем резинкой 1 на 1 4 ряда. Если вдруг так случилось, что вы что-то напутали и у вас здесь получилось нечетное количество петель, ничего страшного, просто последнюю петлю, которая нечетная, вы просто провязываете 2 вместе, и таким образом у вас получается четное количество рядов, и вы просто вяжете дальше резинку 1 на 1. То есть таким образом вы вяжете до конца ряда. Вот эти все ниточки, где у нас были переходы, подтягиваете, заправляете хвостики и закрываете все, стираете и дарите в подарок коту или собаке.